Всем добрый день! Сегодня поговорим с вами о многолетниках, которые можно посадить в саду, причем это неприхотливое, хорошо цветущее, пышно цветущее растение. Как известно, многолетние садовые цветы, как правило, цветут недолго. Однако это правило распространяется не на все многолетние садовые растения. Существуют многолетники, которые красиво цветут все лето, при этом они привлекательны и неприхотливы. Итак, астильба – это представитель многолетних растений, имеет высоту от 20 до 50-80 сантиметров и даже больше, в зависимости от сорта. Образует очень красивые крупные метелки различных окрасок. Очень хорошо растет он в ажурной тени, в полутени, любит влажные почвы. Это необходимо учитывать при посадке. Существует несколько видов астильб. Это астильба аренса, это астильба китайская, вы ее видите на картинке, японская астильба и некоторые другие. Астильбы придают цветнику пышность, воздушность, поэтому считаю, что это один из самых лучших многолетних растений. Те, кто желает посадить это растение семенами на рассаду, то посев необходимо осуществлять в марте месяце. Шалфей – растение, которое тоже является многолетним растением. Шалфей дубравный или же сальвия дубравная, 40-60 сантиметров. Цветет с середины июня по сентябрь, предназначено для миксбордеров, для групповых посадок. Посев можно осуществлять уже в начале марта месяца. Очень красивое, надежное растение, хорошо зимует, я его не укрываю. Фиалка рогатая, тоже многолетник, который имеет различную окраску, желтую, сиреневую, синюю окраску, фиолетовую. Цветет он такими ветвистыми стеблями, и цветок достигает 3-5 сантиметров. Разные сорта достигают высоты от 10 до 30 сантиметров. Считаю, что очень достойный и красивый многолетний. Кентрантус или же валерьяна красная – это высокорослое растение до 90 сантиметров высотой с длинными цветоносами красноватых оттенков. Цветет с июня до конца августа, очень неприхотливое, засухоустойчивое растение, но единственный недостаток – его необходимо укрывать на зиму. Посев осуществляется в начале или же в середине марта месяца. Гайлардия – растение, которое тоже является неприхотливым, очень сочное, красивое растение, не требует ухода. Это растение хорошо растет в различных условиях, цветет с июня по сентябрь и даже октябрь месяц, конечно же, с небольшим перерывом. Посев семян можно осуществлять уже в марте месяце. Дербень киволистный. Высота растения 1–1,5 метра, цветет все лето с июня до сентября непрерывно. Можно его посадить как в групповых, так и в одиночных посадках. Очень красиво смотрится на газоне это растение, быстро наращивает куст и отличается неприхотливостью и зимостойкостью. Посев на рассаду осуществляется в марте месяце. Считаю, что очень тоже красивое и достойное растение. Гелиопсис – очень яркий многолетник. Цветет он на протяжении практически 2–2,5 месяцев. Достигает 1 метра в высоту. Посев в марте месяце, но надо учитывать тот факт, что семена нуждаются в обязательной стратификации. Растение очень яркое, очень пышное, хорошо зимует. Его не надо укрывать. И считаю, что тоже это растение достойно, чтобы оно поселилось у вас в саду. Тысячелистник – прекрасное растение с прямостоячими стеблями, очень плотными. Цветок зонтик, непрерывно цветущее растение, устойчиво к различным неблагоприятным факторам
окружающей среды. Высота этого растения 40-70 сантиметров. Окраски очень разнообразные. Посев можно осуществлять в конце февраля, в начале марта месяца. Очень красивое растение. Ни ветер, ни солнце на него особенно не влияют. Он всегда очень красиво и долго держит свой цветок. Лиатрис. Люблю очень это растение. Представитель многолетников. Очень быстро наращивает зеленую массу. Большое количество образует вот таких длинных щитков. Вы видите, уже лиатрис мой отцветает. Но очень достойный и очень красивый многолетник. Зимует очень хорошо. Вероника колосистая, тоже представитель многолетних растений, тоже цветы в виде щитков. Невероятно устойчивый, выносит любую температуру. Его не надо укрывать на зиму. Хорошо выносит засуху и проливные дожди. Растет он у меня розового и голубого цвета. Конечно же, список можно продолжать и продолжать, о чем мы будем с вами разговаривать в последующих видео. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.